Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлев, политтехнолог, на связи прямо сейчас. Михаил, здравствуйте. Да, добрый день. Михаил, начать наш разговор я предлагаю с неистовства перемоги украинской, которая как бы вот рассыпается и живет фактически сутки, двое, ну двое с Да. половиной. Мы наблюдаем эту прям какую-то тенденцию. Значит, и все сталкивается с действительностью суровой. Да. А, Прям, понимаете, какая-то вот лютая непруха сейчас у Зеленского. И тут тоже ведь как посмотреть. С одной стороны, вроде как все расписались, и на забранного орла у Владимира Александровича отдают свои медали, грамоты и все остальное. Посол Боднар, Сибига, Буданов даже тут как тут, понимаете? Попробовали по ней не отдать. Владимир Александрович обиделся бы. Нет, так смотрите, все идет в какой-то такой теме флешмоба, да? Да. Ровно так же и воспринимается угрозы в сторону Беларуси Зеленского. Тоже я там даю неделю, думаю, неделю хватит. Мы привыкли, может быть, наша проблема в том, что мы привыкли анализировать серьезные какие-то там вещи, заявления, а все делается ровно для того, чтобы одно перебить другим. Вот как вы, собственно, в потоке событий видите положение Зеленского сейчас? Знаете, я солидаризуюсь, пожалуй, с рядом экспертов и даже, если не изменяет память, Александр Дубинский, сидящий в СИЗО, об этом писал, что действительно существует некое окно возможностей для Зеленского, но оно завершается действительно осенью и зимой. Но это не так, как себе видит и как об этом говорят, видит Зеленский, и как об этом говорят в его окружении, уж тем более говорящие головы, ориентированные на Зеленского и Банковую. Это не окно возможностей, которое связано с временем до выборов в Конгресс в Штатах, не окно возможностей, связанное с увеличением дип-страйков и мидл-страйков, не окно возможностей, связанное с мнимым прекращением кризиса Ормузского пролива. А мы уже видим, что нифига ничего не завершилось на самом деле. Да и веры никакой не было особой. И это не история про вот эту иллюзорную реальность, мы даже с вами это обсуждали, да, вот, о неком переломе и неком новом импульсе, как об этом было заявлено в тексте «Большой семерки». Нет, история да нельзя примитивная. Ракеты ПВО ПАК-3 не появятся от того, что Германия направит очередные деньги. Ракеты ПАК-3 ПВО не появятся от того, что в декларации, даже так, декларация подписывается, а это было заявление. Это заявление G7 не подписанное на самом деле. От того, что в этом заявлении сказано, что мы принимаем решение усилить усилия, извините за тавтологию, да, повысить усилия по помощи Украине с дальнобоем и с ПВО. Они не нарисуются ниоткуда, эти самые ПАК-3 ракеты. Единственное, что могут сейчас напылесосить, это по складам напылесосить ПАК-2 ракеты. Ракеты ПАК-2, которые не справляются с российской баллистикой и так себе справляются с крылатыми ракетами. Чем могут они помочь? Дальнобоем. Они и так его шлепают в больших объемах уже. На самом деле, большая часть дальнобоя украинского производится совсем не на Украине. Это всем понятная и очевидная история. Это первая история. И единственный осязаемый план производства, который будет серьезным подспорьем для Украины, это немецкие ракеты, которые к концу, подчеркиваю, не 26-го, 27-го года будут произведены приблизительно в количестве до 300 штук. Я думаю, что партии, когда пойдут, они будут поставляться на Украину просто. В конце 27-го года, ну хорошо, к середине 27-го года начнут эти ракеты поставлять. То есть это окно возможностей есть для Зеленского. Окно возможностей пойти на переговоры с холодной головой и здравым смыслом, а не вот так, как сейчас его подталкивает, скажем так, Евротройка так называемая. Это история про то, что как бы они ни сокращали брони, они их сокращают. А люди у них заканчиваются на фронте. Вот просто заканчиваются. Так или иначе заканчиваются. Как бы они себе не мыслили ситуацию, исходя, опять же, из документа, заявленного Большой семеркой, об увеличении усилий для поддержки в зимний период энергетики Украины.
Большинство газодобычи украинской на сегодняшний день долгосрочно выведено из строя. Ну, долгосрочно, не восстанавливаем в моменте. Тем более в условиях войны и продолжающихся ударов не восстанавливаем. Газораспределительные сети повреждены в значительной степени. Теплогенерация, можно сказать, практически лежит на пузе. Попытки восстановить есть, но большую часть этого просто не восстановят к зиме. Я много раз обращаюсь к Кучеренко, который об этом прямо и сказал. То есть заявить, не сделать. В зиму Украина идет действительно с чудовищной ситуацией с энергетикой теплоэнергогенерации. Чудовищной ситуацией. Гарантированно войдет. Нечем ремонтировать это. Невозможно. Но если там повыносили марш-залы, ничего ты с этим не сделаешь. Если вынесен марш-зал, это по факту ты строишь заново практически. Вот. Кроме того, всего прочего, накапливается усталость производств, масштабирование производств европейских заточено под совсем не 26-27 год, а по большей части 28, 29, 30, когда они смогут развернуть увеличенный объем. Сейчас все, по большому счету, ведь есть, смотрите, это вот как проблема орудий артиллерийских или там зенитных, которые просто изнашиваются. И все, их надо просто менять. То же самое, извините, с производственными европейскими мощностями, которые десятилетиями не производили такой объем, как они сейчас шлепают по максимуму. При этом со складов Пентагона, если что-то и закупается, то очень неохотно, потому что у Пентагона тоже уже коробочка полупуста или на 2/3 пусты. Соответственно, и здесь назревает на самом деле кризис, о котором мне говорят. А мне рассказывают, что со стрелкотней проблемы, с патронами проблемы, со снарядами проблемы возникают. И даже та же чешская инициатива, так называемая, по поставкам снарядов, да, для крупной артиллерии, она до сих пор не выполнена с момента своего запуска. То есть объем не выбран до сих пор. Прошло 2 года уже с лишним. Соответственно, единственная реальная история, благодаря которой линия боестолкновений держится, это дроны, которые в огромных количествах сейчас производятся в Европе. Вот Британия сейчас заявила снова про 150 тысяч дронов. Да, это единственное. Но без солдата на фронте, без прикрытия с неба, без техники ремонтируемой и поступающей в достаточном количестве боеприпасов, хотя сейчас стрелковые бои, ну, редкая история. Редкая. В принципе, все равно это все рухнет. И окно возможностей действительно у Зеленского достаточно ограничено. В первую очередь экономическими, а во вторую очередь вопросами ПВО, в третью очередь кадровый фактор. Ниоткуда не возьмутся люди, достаточно для того, чтобы удерживать эту линию боестолкновений. И если не приведи Бог для них, и уж тем более для нормальных людей и гражданского населения, они сунутся в Белоруссию, это закончится очень плохо для них. Так может в этом расчет, что все закончилось очень плохо? Да Ну нет, вот опять-таки, это продолжится. опять-таки, вы пытаетесь трезво рассуждать о, ну, скажем так, о положении дел. И о том, что это не просто какая-то очередная, ну, вот эта вот история, что давайте там до ноября, или там нужен мир, Зеленский там выходит, говорит, нужен мир. Понимаете, выходит, нужен мир, и с другой стороны мы там будем бить по Мозырю, будем бить по этим ретрансляторам, или как он там, он их второй раз уже вспоминает. Существует, не существует, это второй вопрос, но это угроза суверенному государству, которое не участник войны. Ну, это прям военная угроза. Ну, то есть, смотрите, это абсолютно нелогично. Ну, так может, логика в том, что вот по этому сценарию пустить ход событий. Опять-таки, вот мы с вами говорили о том, что Россия не доигрывает в медийку. Часто мы об этом говорили. Ну, вот сейчас начинают показывать видео там с дронов о том, что в Харькове там поразили завод. Не завод, а склад какой-то крупный, большой. Да. Причем, судя по всему, там что-то такое рвануло. Ну, в общем, не памперсы, не какие-то посылки новой почты. Там. Ну, да, привезли что-то, готовили к отправке на фронт больших объемов. Да. Ну, то есть это есть. Раньше мы это видели единично, да? Вот сейчас будет учащаться или нет? И ну, я уверен, что будет. Возникает вопрос, главный вопрос. Понимаете, в чем? Вот тут же главный вопрос. Удар по Москве, по Капотне. Ну, да. Какой на него будет тогда ответ? Вот я бы вообще предложил не мыслить в категории удара и ответы. Ну, война, так мыслит Минобороны России и украинская сторона. Ну, давайте так. Так может, мыслит, не мыслит, мы не знаем, так заявляется об этом.
Да, а на самом деле полномасштабные военные действия идут давным-давно. Полномасштабные, объемные и уже даже системные, как об этом говорили представители военно-политического российского руководства, удары тоже происходят системно и давно. Нужен ли какой-то особый ответ на удар по московскому НПЗ? Ну, я не знаю. Заявление Дмитрия Медведева, свежее буквально, что после удара по Москве как бы нет никаких ограничений. Единственное ограничение – это заведомые удары по гражданскому населению. Заведомые, то есть преднамеренные. Ну, Дмитрий Анатольевич работает таким медиатором самой жесткой планки, что называется. Это совершенно очевидно, что есть представители военно-политического российского руководства, которые, наоборот, не то чтобы смягчителями, а такими, ну, тоже переходниками для общения с глобальным югом, даже с европейцами, с американцами тем более работают. А вот Дмитрий Анатольевич дает самую верхнюю планку жесткости. Нет, ну, понятно, что в благосфере есть и гораздо жестче заявления. Звучат постоянно истории про ядерное оружие и тому подобные истории. Послушайте, давайте вернемся к одному факту, который был озвучен военными европейскими аналитиками еще в мае. По-моему, в журнале «Военный магазин», а потом это разошлось по другим медиам. Россия в течение 24, 25 и 26 года постоянно быстрыми темпами наращивает производство ракет. Прям наращивает. Никакие производства Ризлин и Локхед Мартин не успевают за объемом производства российских ракет. Больше того, с осени с высочайшей вероятностью, совершенно массово. Вообще, я не военный эксперт, мы с вами не военные эксперты, вероятно, может быть, это уже и сейчас есть. Но про осень говорят многие. Массовое применение дронов Герань-4, и там уже маячит Герань-5. Это уже, по сути дела, реактивный дрон. Летающий совершенно по другой логике, управляемый совершенно иначе. Это вообще не вот первые те шахиды и первые Герани. Нет, это вообще другая история. Это фактически, ну, кстати, справедливости ради, есть аналоги приблизительно похожие где-то, по крайней мере, в малых сериях и у Украины, и уж тем более то, что в Европе шлепаться начали уже. Это фактически уже такая облегченная ракета крылатая. Фактически, почти. То есть, а вот этого добра производить Россия может, ну, в циклопических объемах на сегодняшний день уже. То есть разрабатывается, запускается в серию изделия, или уже запущено, даже правильно будет сказать, которое может, как в свое время планирующие бомбы, массовое применение их, поменять театр военных действий. Поменять театр военных действий. И вообще весь наличествующий ассортимент, да, я уже говорил как-то, это очень странная история про то, что Россия не бьет так называемые middle strike. Это Украина, мне кажется, начала делать то, что Россия делает достаточно давно. Вынося и подвижной парк, и склады, и все, что можно. И заправки в том числе. И места базирования бензовозов, которые... Сейчас одна из историй, это когда крупные склады никто не держит топливо, а держит его в бензовозах просто в большом количестве. По бензовозам, в Борисполе был прилет, когда там накрыли с десяток, что ли, говорят, бензовозов одним разом. Вот. Это, кстати, говорит еще и о спутниковой разведке, аэроразведке, да, и качестве ее, и выявлении всего. Поэтому ассортимент, применяемый Россией, он все расширяется и расширяется. Бандероли реактивный дрон сейчас фактически начинает массово применяться. Дрон как раз, я так понимаю, для этих самых middle strike, да, с несколькими сотнями километров дальности. Ошибка большая предполагать, что вот то, во что само украинское руководство поверило, и про что вещало европейскому военному руководству, это правда. Про контрнаступы, про отбитые сотни квадратных километров, сейчас уже про 600 каких-то квадратных километров. Кроме, да он говорит прямо, Степногорская, по-моему, там Приморская, да, или Приморск, фактически нигде не произошло отхода. Был временный отход в Днепропетровской области, сейчас там снова, ну, там отселяют сейчас населенные пункты. Дальше пошли на запад Днепропетровской области, отселяют населенные пункты. Принудительно. Это не свидетельствует о продвижении русской армии, российской армии. Мне кажется, вполне себе свидетельствует. А то, что над Ореховым скоро козырек нависнет, это крупнейший, та самая мала токмачка, которая стала мемом уже в интернетах, крупнейший район, который запирает не просто Запорожскую область, а Запорожье, город 600-тысячный когда-то, будет накрыт и, вероятно, по образу Константиновки или Лимана превратится просто в призрак.
укрепрайон. И будет это тоже осенью, скорее всего, уже. Так поэтому можно самим поверить в увещевания Сырского, Зеленского, и потом вещать с этими джентльменам, рассказывать. Ну, или Ну, показывать, реально, как Федоров да, ну показывает реально, на на земле нет. телефоне, а все так смотрят, через плечо заглядывают, что там. О, Москва, крышка слетела с этого. Ох, мать моя женщина, извините, отец мужчина. Бочка с нефтью выгорела в Москве и погорел еще дизель с бензином. Да. Ой, ничего себе, на одной из нескольких сетях заправок из-за того, что как раз хранятся объем прямо в Москве, и там что-то погорело, вероятно, на московском НПЗ. Вот на полдня были проблемы с бензином в Москве. Ничего себе, каких успехов достигли. Мама дорогая. А то, что фронт двигается, то, что Констаха, Константиновка уже фактически, будем говорить, прямо потерян. Об этом украинские военные сам. Лиман уже фактически потерян. А Лиман это уже выход вообще там, Козырек над Славянском и Краматорском. Больше того, есть такой населенный пункт очень интересный. Рай Александровка, от которого один лесок остается до Николаевки. А я выборы в Славянске делал. У меня участки в Николаевке были. Это Славянск уже, друзья. Так рай Александровка, как та самая уже легендарная гора Карачун, это такая же высота над Славянском. Только Карачун там Славянск-Краматорск, она между ними как бы стоит. А это прям вот с востока от Славянска. Контроль полный над Рай Александровкой – это приговор логистики города Славянск. Приговор логистики всей группировки, которая стоит по берегу Северского Донца, к северу от Славянска. А сейчас там уже идут бои, и уже некоторые военкоры российские говорят, что все контролируется Рай Александровка. Это высота доминирующая, определяющая. Это сразу на 1,5-2 десятка удлиняет плечо работы БПЛА фронтовых. И все, это перерезание логистики. И после этого, после перерезания логистики Славянска с севера и подходу к Дружковке с юга от Константиновки, вся гигантская и последняя, подчеркиваю, агломерация на Донбассе, Краматорско-Славянская, со всеми ее уже отселенными улицами, построенными там укреплениями какими-то, линиями. Все окажется в мешке. Сначала огневом, а потом уже фактическом. Так о чем они рассказывают? Про какой они новый импульс и успехи? Про то, что побили мосты под Джанкоем, и поезд сейчас не едет до Симферополя от Керчи. Ничего себе военный успех. Про то, что крышка слетела с хранилища на московском МПЗ, а там по МКАДу при этом машинки ездят. Красота, а не картинка. Это успехи военные. Можно бесконечно обманываться, но потом все заканчивается очень быстро. Понимаете? Ну, так это продается. Продается. Я тоже так думал, знаете, ну, хорошо. Ну, удается же это продать. Более того, сейчас это продают Трампу. И Трамп, как утверждают европейские политики, как бы вот поменял свою точку зрения. Правда, последнее его выступление, как бы, и информация там в книге. Это не похоже, да. Ну, то есть там сложно. Там сложно понять на самом деле. Опять-таки, но он же и не сопротивлялся. Ну, то есть он не делал резких Есть заявлений. понятное объяснение, почему американцы присоединились к такому ястребиному документу. Ну, во-первых, очень простая история. Кушнер и Уитков должны быть в Москве в обозримом будущем, в ближайшие недели, вероятно. Совершенно очевидно, что пребывая в некой эйфорийке такой себе после иранской сделки, которая теперь непонятно к чему вообще привезет, Трамп решил, что можно приподнять ставочки перед их визитом в Москву. Для меня это абсолютно очевидно. Потому что все, что там есть в этом заявлении, это декларация. И не более того. Декларация просто. Понимаете? Вот. Поэтому, опять же, но кто верит Зеленскому? Кто верит? Да те, кто рады обманываться, которые в теме и в доле, как говорят в Одессе. Они все в теме и в доле, и повязаны этой всей историей. И говорите, Макрон и Мерц рассказывают, что Трамп проникся. Так вот, Сан Саныч, я вам рекомендую прислушаться к профессору Преображенскому. Не слушайте заявления Макрона и Мерца до обеда. И вообще не слушайте, понимаете? Потому что чистая буфонада. Чистая буфонада. Ничего реального за этим нет. Убежден, никакую лицензию на производство Patriot им не передадут. Даже европейцам. Убежден. В свое время я предлагал всем на деньги поставить, что никаких поставок Таурусов не будет.
Ну, по факту. Они так и не приедут. Никаких поставок томагавков не будет, я говорил. Все джентльмены, которые именуют себя военкорами, говорят, да все, они уже точно на Украине, эти томагавки. Ну и где? И вот то же самое будет и здесь. Не будет никаких лицензий на НП. Но ничего, блин, самоубийцы отдавать золотое дно. Сейчас вся планета, полпланеты стоит в очереди за этими комплексами Патриот и уж тем более ракетами. И что, нужно быть придурком, чтобы взять и отдать курочку, несущую золотые яйца, поделиться лицензией? Ничего, неадекватно, они лучше сами за год-два развернут производство. А нахрена им сейчас отдавать это Украине? Нахрена им отдавать сейчас там, европейцам? Ситуацию в Крыму давайте обсудим. Вы про Да, Донбасс сказали, потому что это да. действительно там есть продвижение. Александровку не зря вы отметили, потому что за нее бои, ну, вроде как отчитались, что взяли российские силы, да, вооруженные. Ну, в общем, понятно, что туман войны определенный есть, но движение То есть пошло. килл-зона, она движется постоянно, это А, понятно. Крым. Значит, Да, разгулялись в сети кадры, как группа бензовозов едет в сопровождении мобильной огневой группы. да. Исключительно тема украинской стороны, потому что вот эти пикапы с там, такими пулеметами, с какими-то средствами еще. Теперь мы это видим в Крыму. В Крыму, опять-таки, я не буду, собственно, там, ну, то, что сообщается, плохо. Ну, плохо с бензином, никто не Но не спорит. просто, давай так, точно не просто, 100%, Но, конечно. но чуть-чуть стало лучше, чем Да, условно там неделю назад. Ну, когда мы там тоже общались по этому поводу. Но чуть-чуть улучшилась ситуация. да. Удары по железной дороге вполне вероятно нацелены, чтобы не улучшалось, потому что сказать, что военная техника идет вот туда, через Крымский мост по ЖД Да со нет, стороны. это вопрос там давний, совершенно Ну, то давний. есть все понимают, что туда не идет военная техника, эшелонирована, по крайней мере, может быть, какая-то мобильная группа, какие-то там, ну, на автобусах или что-то еще. Да. То есть для полноценного снабжения ничего нет. Однако, последнее время есть как бы обратная сторона. Я тоже хочу, чтобы мы порассуждали на этот счет. В то время, когда Федоров говорит о том, что через полгода ситуация поменяется, а Крыму пипец, Да. условно, Певец, певец, да. Мгм. да, и, в общем-то, мы сделаем из него остров, это все разгоняется. Какие-то обратные, то ли информационно-психологические, то ли еще какие-то операции. В сети показывают какие-то колонны огромных, не знаю, там, частей военных, которые куда-то движутся из Крыма. И как бы уже невольно многие делают умозаключение, возможно, предварительно, что как раз-таки из Крыма и нападение будет. Условно перепрыгнуть через Днепр в обстреливаемый условно Херсон и пойти на Николаев. То есть сделать вот такой ход военный. А, Чего здесь больше? Политтехнологии, игры на нервах. Если просто мы возьмем и посмотрим под этим углом, то вот эти удары по мостам, которых не было раньше, удары по ЖД и вот эти вот удары по логистике со стороны ВСУ, они как раз-то и смотрятся не как крупная там перемога, а как наоборот какая-то история для того, чтобы защититься. Давайте так. Я считаю, что это скорее больше информационный компонент. Я, опять же, человек не военный, но для чего направлять огромные колонны через два бутылочных горлышка, да, Перекопа и Крымского моста, я не понимаю. В данном случае. Если есть вполне себе, ну, в равной степени угроз существует и на крымских дорогах, да, и перекопских, как и по трассе Новороссия, которая идет там через Запорожскую область, через Донбасс идет как бы тоже к Крыму. Ну, абсолютно угрозы одинаковые, прикрываются они однотипно, но при этом как бы нет бутылочных горлышек, если брать по так называемому по сухопутному мосту, так называемому. Поэтому не знаю, я человек не уверен, повторюсь, но мне кажется, довольно странная эта история. Нет, насчет этих middle страйков, ну, я убежден, что все эта история, как я и говорил, про выборы в Госдуму. Тем же самым они сейчас занимаются на Донбассе. Вот буквально мама мне присылает сообщение сегодня о том, что трасса через Торез, Шахтерск, вот туда, на Ростов, перекрыта, потому что временно перекрыто движением, потому что разрезвились украинские дроны, активничают. И сейчас там мобильная группа будет их отлавливать и открывать снова трассу. Нет, они занимаются тем же самым. И смысл простой – кошмарить. Кошмарить, вызывать возмущение, вызывать реакцию.
вызывать негодование и сомнения зарождать, все ли правильно делает российское военно-политическое руководство. Вот такой вот у них хитрый план, мы это уже обсуждали. Я думаю, что нет, это не военные мероприятия по Крыму, абсолютно точно. Иначе зачем бы было шлепать, извините, и сжигать панораму в Севастополе? Ну, честно говоря, никакой военной нужды в этом не вижу, мягко говоря. Вот. А вот символический удар – это вполне себе в рамках логики информационно-когнитивных операций, которые там натовские. Да? Мы когда-то давным-давно обсуждали, что еще на мадридском саммите НАТО когнитивная сфера и население потенциального или непосредственного противника признано новым театром военных действий. Как вот суша, море, воздух, вот и население. И у НАТО огромнейший корпус разработок, технологий по этой части. И удар по символическим объектам, таким вот как панорама в Севастополе, или удар по НПЗ в Капотне, это именно символические удары. Именно символические удары. И носят цель как раз ударить по населению, по его настроению и умонастроению, по тому, как люди воспринимают происходящее. Вот и все. Так что нет, я убежден, что это, во-первых, делается все с громадным напряжением усилий. Все это долго достаточно копилось, эти дроны. Ну, слушайте, налет на Москву, там почти 1000 дронов. Никакая производственная база, даже европейская, не потянет, если это не накопленная история. Уверен, что это накопленная история. Ну и Вот. подождите, в российском сегменте уже есть свои арестовичи, которые говорят, что осталось на 2-3 раза подобных налетов. Успокойтесь, скоро дроны кончатся. Нет, это тоже преувеличение, потому что вот по части дронов и дальнобоя, и фронтовых, то есть этих всякие мавики, вот эти FPV, это достаточно быстро разворачиваемые объемные производства. Вот с этим все хорошо уже у глобального Запада, у Евроатлантики. И здесь нет, конечно же, но это ерунда полная, там разговоры про 2-3 удара. Вот. Нет, конечно, существует огромный, как писал в свое время Пелевин, вау-эффект, да, ожидается. Все эти заявления скоморохов типа Федорова и Штирлмана, да, но это именно, слушайте, это именно сказительство практически, древнерусское какое-то. Штирлман-то уже рассказывает, что все, они уже подготовили ракету, оказывается, они. Да, и немцы говорят, о, фламинго, дешевая ракета. То есть мы Да. будем опираться на дроны Штиллермана. Будет вам Олимпиада, ахахаха, да. Ну, то есть, понимаете, все хорошо. Вот фламинго, сейчас это Таурусы свои не забыли. Вы Таурус вы вспомнили. Таурусы. Господи, там Штиллерман разработал. Вы че, блин? Имейте совесть. Какой Таурус? Малохольные. Как ставки Гитлера все малохольные, как говорил капитан Титаренко. Вот Штиллерман с F7, F9 и F5. Это вот звезда, я понимаю, инженерной мысли. Почти Королев, прости господи. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент. Вот вы говорите, людей нет у вооруженных Да. сил Украины. Так и тех людей, которые есть. Я так понял, что кинули на повышение зарплат. Ой, ну так это же очевидно. Ну, так Зеленский сам лично выходил, объявлял, что все, штурмовики у нас получают столько-то, все столько-то. Слушайте, Денег нет. ну, Федоров в этом самом своем потрясающем стендапе, простите, интервью для ТСН, да? Он же сам сказал. Во-первых, он отчитался про 100 тысяч миллионов, которые будут выдавать фронтовых, и там на линии боестолкновения. До 460 тысяч он назвал, да? По-моему, так. И тут же в этом интервью через полчасика, и сколько оно там длилось, заявляет, что деньги есть для повышения. Есть. До конца года у нас 60 миллиардов на это выделено. Но если так прикинуть, вот это самое дело к носу, получается, что у них 1040 человек эти деньги есть. Вот по факту, на самом деле. Это максимум до конца года. А тогда сходится в елочку, да, в пазл, о котором я говорил еще с неделю-полторы назад, да, о том, что будет повышение. Но для отдельных категорий и контингентов, назовем их так, да. Для всех остальных суровая реальность, как я всегда говорю, данная в ощущениях. Во-первых, будет огромный элемент коррупции на этом самом повышении с фиктивными прибывающими на линии боестолкновения. Вот тут они подготовили для себя кормушечку очень серьезно. А реальное повышение денег будет для отдельных частей, которые они почитают и полагают опасными для себя, которые хочется не довести до ручки, до крайности.
И для них и будет там вот эти, как это у них там, я забыл это слово, придумали, не демобилизация, а вот это с этими временной отсрочкой, да, на полгода. Вот этих отпустят где-то кого-то по домам. То есть они умаслят самых опасных для себя, по большей части всякие типа 3-й штурмовой, 12-я бригада или там что у нас, корпусные, Нацгвардии. Вот эти получат все. Какие-то еще фельдеперсовые бригады, да, такие модные. Вовки да Винчи. Филимонову денег в Вене не Ну, хватает. те, которые местных жителей за бутылку водки избивали. Ага. Да-да-да, кошмарят. Вот этим дадут, потому что их они боятся и готовы умасливать. А вот этим, которые по колено в грязи стоят в окопе и не едят по неделе, по полторы, им ничего не дадут, уверяю вас. Пообещают. И скажут, что выплатим потом. Я тебя поцелую потом, если захочешь. Помните в классике замечательно? С Калягиным и Джараханяном. Это та самая история. Кинули, конечно. Как там говорил в фильме «Прекрасном жмурке» герой Михалкова. Тебя кинули, Сереженька. Вот это та самая история. А у них денег нет. Свериденко выходит и говорит, что у нас дефицит 150 миллиардов. 150 миллиардов. А если с повышением 270 миллиардов. Где они их возьмут? Лишние 6 миллиардов долларов. Если им никак деньги из 90-миллиардного кредита не дадут. И что-то, мне кажется, вообще не дадут в ближайшее время. Шлепнули немножко под давлением после встречи в Лондоне 2,6 миллиарда по Ukraine Facility и все. И 700 миллионов выделит МВФ. Тоже с учетом недовыполненных обязательств. А еще где деньги? Где они еще деньги возьмут? Нет денег. А на следующий год им рассказывают, Рюте рассказывают про 70 миллиардов на вооружение. Потом Германия рассказывает, что нужно 40 миллиардов найти. Да скажите сразу триллион. Какая разница? Ни 40, ни триллион не найдут. Один черт. Точно так же, как 800 миллиардов на восстановление Украины фонд, который там на Давосе Зеленский перед Давосом похвалялся. И где? Где Ну, деньги, вообще, Зик? вообще логика, конечно, железная. Это, знаете, особенно когда Путин слабеет, но вы прячетесь, украинцы, по подвалам, потому что сейчас Да, будут атаки мощные, вот это вот все, поэтому... Но он это же в слабеет. отчаянии, что Путин творит. Он же на последнем издыхании. Вы не понимаете, Александр Александрович. Зеленский все вам объяснит. Это на последнем издыхании практически. Выносятся вперед остатки ПВО, выносятся производственные базы, выносится подвижной состав, бензовозы, заправки. Все это на последнем издыхании. И Константиновка взята практически с Лиманом на последнем издыхании. Зато Сырский 600 квадратных километров отбил. Не знаю, может он где-то в районе Таребовли отбил их, или там по правому берегу Сбруча отбил эти 600 километров квадратных. Нет, ну было сообщение о том, что где-то немножко выровняли на границе в Харьковской области, причем не в тех направлениях Волчанска и Великобурлуцкого, а там где-то посерединке. Ну, то есть, Они сначала там нарисовали серую зону, потом ее торжественно ликвидировали. ну, что-то похожее. Давайте тогда поразмышляем об украинцах. Прошлая неделя, это был, конечно, это была феерия. Ага. Феерия. Сначала все были люто православные. Ну, говорили о том, что купол лавры сбили. Да, вспомнили, да. То есть, причем так это все было. Вот, там, русские против Бога пошли, рассказывал Петров. Типа, Армагеддон с них начнется. И вот это вот все транслируется. Блин, Вова, конечно, до мышей, блин. То есть мы видим вот этот. Потом как бы саммит. Его сделали максимально успешным. Медийно имеется в виду. И Да. поехали. Перемога. Крым, перерезание трасс. Сейчас будем освобождать. Сейчас все будет. И кажется, что вот в этом потоке мы немножко забываем, ну, о главном, а кто такие, да, вот украинцы, кто такие. То есть ложь видят все, но обманываться рады, я имею в виду народ Украины, не только европейских товарищей. Ситуация, например, произошла в Одессе с масками, да, когда билетершу инсульт, Кондратий хватил ее, потому что стуканули, прилетели вот эти в Одессе мовные активисты, Мовники, да. одесские маски, одесские, понимаете? И там начали как-то это все урезонивать, мол, там вывеску поменяем, то билетерша будет там нормально, там не будет по-русски, да все-все-все. Пытались это все осадить. Но штраф выписали реальное.
штрафы Да. от мовного омбудсмена. И так еле теплящемся коллективе, который там, ну, поражал всех, да, то есть давно еще символом Одессы является Да. бесспорным. И мы видим, что вот параллельным курсом усиливается вот эта история, там, да, а вот ты по-русски говоришь, а вот штраф тебе, а ты вот там что-то это, а ты предатель, ты, наверное, ухылянт. А, Мгм. Не получается стабилизировать внутреннюю обстановку. А, Как это сказывается на политическом ландшафте? Ну вот, Никак. ну смотрите, Уверяю вас. то были хоть какие-то грибочки, там какая-нибудь там Скороход, Разумков, какой-нибудь Мгм. Мазурашу там что-то вышел, чего-то сказал, еще кто-то. А такое ощущение, что всех вообще под лавку затесали и забили. Никто даже не выходит. Один омбудсмен Лубенец там чего-то против мобилизации выступает, но у него же задают сразу понятный вопрос. Так а ты на кой там? Ну, Ну, то есть что меняется в украинской политике вот в этот очень опасный давайте так. предосенний период? Как политтехнолог выскажу предположение. Конечно же, я не вижу сейчас прям какой-то глубинной социологии, да и она сейчас малоэффективна, социология, любая собранная, да, Почему не сейчас. видите? Я, если честно, был просто в шоке. Сколько там? КМИС, 68%, КМИС, да. 68% людей за независимость. Выбрали бы независимость, а не собственное благополучие. 48% территориальную целостность считают Не, большей. я думал про публикацию КМИСа о том, что 67 за смену президента, 84 там Верховной Рады, 70 с чем-то за Кабмин. Ну, давайте так. КМИС — это прям вот давно продажная девка Банковой. Ну, пусть простят меня бывшие коллеги по цеху украинскому политическому. Э, Веры им нет никакой, на самом деле. У меня даже дискуссия с Евгением Эдуардовичем Копатько приключилась. Он говорит, они по-хитрому это все сформулировали насчет этих самых процентов, что это после войны. Я говорю, Жень, это в любом случае косвенное, но отражение некое. И то, что они выдают это все сейчас в таком виде, это, вероятно, показатель того, что все намного драматичнее. Вот как политтехнолог, человек с опытом многих избирательных кампаний, выскажу предположение, что подлинных настроений мы вообще не видим. Они не проявляются нигде. А почему все под лавки залезли? Потому что в тот момент, когда казалось, что мирное соглашение все-таки маячит на горизонте, а значит и выборы, и все, все начали активничать. Больше того, вот этот самый момент, конец 25-го, ну давайте так, вторая половина 25-го и самое начало 26-го, и киевская власть, особенно когда начались удары по линии НАБУ, прям чувствовал себя очень неуютно. То есть конкретно Зеленский и его ближайшее окружение. Им было немножечко не до перегавкивания со всеми этими персонажами. Сейчас я понимаю так, что они посчитали, что Трампа они перетерпели, выборов сейчас никаких не будет, мирных соглашений сейчас никаких не будет. Не надо обращать совершенно внимание на вот весь треп, да, по поводу окна возможностей. Не про это они. Соответственно, и все остальные залезли под лавки, мол, зачем нарываться, зачем отсвечивать, если все равно никаких выборов в ближайшие полгода, ну, точно не будет, а может быть и год-два. Вот это причина. Что до свирепствования всех этих контуженных, да, которых когда-то как карикатурных персонажей мы называли там свидомитами, там, шеневмерлоками, ну, как, ну, городские сумасшедшие раньше это были у нас, давайте честно. Чего ж там, вот. Совершенно очевидно для меня, что это такой себе ресентимент, такая себе фрустрация. То есть, на самом деле картина мира их давно рушится, вот тот, в которой они жили после 2014 года. Ничего подлинно их радующего не происходит, и они не способны даже самим себе уже в этом брать. А, соответственно, надо получать удовольствие хоть от чего-то. Вот так, гоняя билетерш, хамя группе Маски, коллективу группы Маски, да, и тому подобных вещей. Это не из числа таких вещей. Вот история была в Крапивницком, да, Кировограде, когда там из-за надписи на ценнике там «Кольорова капуста», да, вот это вот цветная кольорова. Филологическая дискуссия, понимаете ли, возникла. Ну, вот эти вот контуженные, эти городские сумасшедшие, они-то и попадают в кадр. Они-то ничего не боятся. А люди с другим взглядом на происходящее, а их тотальное большинство, я уверен, они просто выпавшие во внутреннюю эмиграцию. Уж точно избегают всякого отсвечивания, потому что, ну,
карательные меры, они ведь не иллюзорные. Они не иллюзорные. На следующий день у тебя появится полиция, у тебя на следующий день появляется СБУ, заставляют тебя что-то там вещать, каяться, да, на колени становиться, рассказывать, как ты был неправ. Кому это надо? Люди ждут. Зеленскому. О, це зрозуміло, то пан Олександр знає, як треба. Вот. Но и не только ему. Там, ну, слушайте, в украинском обществе, ну, давайте так, я буду говорить так, как я считаю. Это концлагерь сейчас подлинный, самый настоящий. С вертухаями, капой и всеми вот этими вот остальными. И вот этим огромным большинством, которые, в принципе, если ничего не будет реализовано в целом внешними игроками, пойдут на абажуры в значительном количестве. Простите меня за такие аллюзии. Но то, что происходит с Украиной, это чудовищно. Чудовищно по-настоящему. И корень зла на тех самых киевских холмах. Вот, соответственно, люди ждут завершения или ждут решения. Или ждут простого решения. Я уверен, что огромная доля населения территории, контролируемых Киевом, ждут военного поражения киевского режима. Я вот говорю прямым текстом, я уверен в этом. Но ни в какой социологии вы это не увидите. Вы прочитаете там про поддержку независимости, про поддержку Зеленского. Там давно, правда, не демонстрировали никакие рейтинги, то есть количественные показатели его поддержки. А я уверен, что огромное количество хочет просто поражения. Потому что это закончит эту всю историю, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ну, тут можно спорить, потому что у многих родственники на передовой воюют, поэтому как бы ну, это очень такая... Если поражение и стоп, эти родственники вернутся домой в значительной степени. А вот если они там будут оставаться, они там от вшей погибнут, от голода, получат весь букет заболеваний, отморозят себе ноги, или там в сырости что-то, или вовсе дрон прилетит и привет. Или привезут там Будут через... потом играть в футбол на костылях. Привезут через полгода с числом привезут, 500 на 30 человек обмен телами, да. Где же эти отвоеванные поля, которые остаются за Украиной? И развес тел должен быть другой. Где это, скажите мне? Почему-то ничего не меняется. Поле боя остается за тем, кто продвинулся вперед. Кто его выиграл, это поле боя. И тела остаются тому, кто продвинулся вперед. И, соответственно, такая пропорция. Но если Украина отбивала 600 квадратных километров, где эти тела паритетные? Где? Нема. Вот и все. Ну, теперь нема еще и Белого Орла. Вот такое. Смеются люди, вспоминают песни, как упоительные в России вечера, рисуют всякие мемы. Белый орел, Зеленский с орденом, Грустин. Пошла волна. На плече с белую попугой. Был, кстати, тоже замечательный анекдотный такой клуб. Да. Значит, пошла череда, все начинают отказываться от польских наград в честь солидарности, об этом я упоминал. И Буданова, давайте мы сегодня откажемся от польского, я не знаю. Вот Кость Бондаренко предложил. Гениально. Гениально просто. Выражаю свою солидарность с Сибигой и Будановым, откажусь от польских наград и заявляю о том, что тоже решительно отказываюсь от значка «Лёлик и Болик» из моей детской коллекции. Был и такой значок, многие помнят про Лёлика и Болика. Это ведь тоже политтехнология. Ну, конечно. Вот смотрите, я помню, раньше говорили, что Буданов там вроде вот он должен играть какую-то свою роль, а он полностью устраивается под Зеленского. А что ему остается? Он полностью ложится политически замазанным в Зеленского. Он вляпался в Зеленского. Да, он и гребет в этой зеленой жиже, пытается ручками, ножками как-то выгрести, выплыть оттуда. Но такое ощущение, что погрязает и дальше. Ну, естественно, а как он думал? Так и будет. Ну, так и будет, по-другому быть не может. Он занимает пост такой. Ну, то есть, там, я уверен, серьезно копают по всему его окружению. Ну, органские, естественно. Брать там их есть всех за что. Слушайте, ну, огромная индустрия нелегальная выросла там самых разных. Откатов самых разных, схематозов вокруг каждого ведомства на Украине. И вокруг ГУРМО, который после 22 года разросся до размеров СБУ, на самом деле, полным-полно всего этого. И, конечно же, Буданова есть за что брать. И все окружение, тем более, вот, типа Юсова и тому подобных персонажей. Соответственно, та самая история про то, что выборы перестали маячить. И мирные соглашения перестали маячить. И он просто нышкне
То есть он просто притих, что называется. То есть они там попытались порасталкивать, порасковыривать эту историю с собственной депутатской группой, которую Дегипко начал для него делать. Историю с такими закидонами своеобразными, с православной церковью, там, с Украина — это Русь настоящая. Но, видно, прилетело конкретно по шапке и притих немножко. Посмотрим, понаблюдаем, что называется. Но, повторюсь, все складывается в логике эскалации, а не разрядки. Поэтому какая уж тут политика? Тут уж нужно просто выжить, что называется. Причем всем им. Но это вряд ли, прямо скажем. Поэтому я совершенно не удивлен о том, что Буданов встраивается в эту историю. Совершенно не удивлен. Больше того, может быть, ему чуть ли не в приказном порядке сказали. Посмотрим. Не, ну подождите, Усика вон по Белому дому водят, фотографируют, деньги в него Да. вкладывают, развивают его. Ну Ну, так, так, а Буданов чего сдулся? Ну тут, понимаете, тоже какая-то... Если, потому что давайте так, Буданов не друг. логика нашего сегодняшнего разговора, что будет пик эскалации, но окно возможностей закончить все до ноября, соответственно, как-то нужно протянуть время на весну выборы, да, если, например, все Но закончить. нет. Если все начнет прямо разваливаться оно будет долго. Нет, что, какая весна и выборы? И Усик, слушайте, я говорил и говорю, финансирует его Будкевич, один из карманов Зеленского, Ермака. Финансирует с одной целью, если вдруг по каким-то причинам, коррупционным, санкционным или еще там, Зеленский не сможет баллотироваться, им нужен свой кандидат. Этот кандидат Усик на сегодняшний день. Но не Залужный же и не Буданов же, который им, как это, свинье не брат. Вот. Усика вполне осознанно повезли туда. Вполне осознанно повезли. И понятно совершенно, почему Трамп согласился на эту историю в конкретный момент. На эти предложения лобби еврейского, будем говорить прямо опять же. Так что нет, это разные истории. Буданова как раз задушат в объятиях. То есть вполне осознанно в рамках того, что изначально предлагал Ермак, взять Буданова на этот пост и задушить его в объятиях на этом посту, условно говоря. Чтобы он скис. И жижа это не зеленая, а давно красно-черная это жижа. Это важно. Вот. Так что ему конец в политическом смысле. И еще недели две назад мне рассказывали, что по закрытым замерам рейтинг его начал сыпаться. Рейтинг поддержки. Сыпаться именно потому, что измазался он в этом самом Зеленском. Да, ну, знаете, тогда, получается, и надежды никакой нет политической. Ну, только... Это важный вопрос. У кого? Ну, украинцев, подождите. Ну, должна же У быть политических какая-то... украинцев надежды нет, согласен с вами. У Нет, политических. подождите, это очень важный момент. Если Да. нет альтернативы, и условно, да, сейчас же как вот на примере там Ирана и США, ну, во-первых, Израиль сорвал там переговоры, меморандум подписан, не выполняется, перемирие объявили, не выполняется. Трамп, и сейчас вот такая вот история очень интересная раскручивается, бросается камешек о том, что Моссад следил за, и, в общем, короче, тырил информацию у спецслужб Америки, за американцами следил, Госдепом в том числе. Трамп как бы даже заинтересован в смене режима, но, внимание, не Ирана, Израиля. То есть вот так это все выкручивается. Да? А тут смена режима в Украине невозможна, потому что никого нет. Выжженное поле. Режима нет, получается что? И государства нет. Ну, я давно говорю, даже в наших с вами эфирах говорил, что недолго этой второй Украинской республики осталось. Даже если не война прикончит ее, эту республику, жизнь послевоенная ее прикончит и очень быстро. Это все уже не жизнеспособно. И мне кажется, что вот эти все городские сумасшедшие, о которых мы говорили, да, которые прям стали политическим классом после 2014 года, они это понимают в значительной степени. Ну, кроме тех, кто совсем как бы оторван от реальности. А если говорить в принципе, украинцах, то я думаю, что, как историк в данном случае скажу, человек с историческим образованием, так вернее, эта многострадальная земля много чего переживала. Переживет и Зеленских, переживет и Кравчуков с Кучмами. И неизбежно, раньше или позже, все вернется на круги своя. Так или иначе. Но это будет еще совсем не скоро.
Вроде как и оптимизму добавили в финал нашей программы. Ну, как-то, Но жить в знаете, эту пору прекрасную не придется ни вам, ни мне. это точно. Ну, знаете, вроде как и оптимистичнее, вроде как, да. И с другой стороны понимаешь, что, ну, не знаю. Тут же как, мы должны воевать, чтобы не оставить войну нашим детям. Никто никому ничего не должен. Нет. Мы никому ничего не должны. Да. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Подпишитесь на Михаила, поставьте лайк, пожалуйста. Это очень важно для того, чтобы немножко привести в чувство эти все ютубовские, ну, там, внутренние вещи, потому что мы понимаем, что, ну, все-таки пессимизируется все и везде. Правда, события такие, сейчас ты не поймешь, как бы, а что там, а что можно, а что нельзя, а что хорошо, а что плохо. Вон Мы вам покупаем или продаем, да? Ну так ярчайший же пример. Вроде меняли режим в Иране, а теперь заговорили о смене в Израиле. Ну вот довоевались, понимаете, называется. Точно так же и какой-то может быть неожиданный конец. Ну, шел под Одессу, а вышел Херсон, матрос, железняк, партизан. Песня такая была хорошая. А вывернется все самым неожиданным образом. За всем наблюдаем, за всем следим. Всем добра и света. Увидимся.